Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня хочу вам предложить еще одно цветовое сочетание. Очень красиво, нежно, аккуратно и изысканно. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим к работе. Сегодня еще один урок «Сборная солянка». Я покажу, как я декорирую заготовки. И буду декорировать филигранью цвет Тиффани. Очень красивый цвет. У меня это вот такая вот филигрань. И для начала работы, перед началом работы, мы выгибаем филигрань под наш шар. Вот у меня вот здесь вот так подогнуто. И вот эта филигрань немного я загнула боковинки и верхушку. И, как я поняла, у многих возникает вопрос, как клеить. Уже не раз показывала, но все равно все это спрашивают. Я подготовлю клей. И теперь я примеряю свою филигрань и смотрю, где она вплотную, в каком месте она просто прилегает к шару. Именно там я и буду наносить клей. Это у меня вот здесь, вот самая вот эта серединка. Я наношу клей. И даю клею немного загустеть. Не приклеиваю сразу, откладываю. И также я примеряю вот вторую филигрань. Тоже у меня вот здесь вот середина, она плотно подходит к шару. Именно на нее я нанесу клей. Проверяю еще раз. Клей уже немного застыл, потому что появляется пленочка. Совсем чуть-чуть еще наношу сверху. И теперь беру заготовку. Вот так держу ее и вот сверху вниз примеряю и теперь укладываю. Если что-то криво, чуть-чуть пододвигаю. Ничего у нас видно не будет, так как мы не наносили клей на всю заготовку. Если там что-то даже испачкается, ничего страшного. Теперь я прижимаю, убеждаюсь в том, что здесь у меня все прилегает. Вот так держу пальцем. Больше никуда пальцы не дергаю, чтобы не испачкать заготовку. Беру иголочки и вот так насквозь. Вот здесь у меня держится, и вот здесь иголочка выходит, чтобы все прижать. И с этой стороны. Именно чтобы создалось давление и все прижалось. Вот, у меня все зажато и оставляю сушиться. Теперь вытираю руки от клея, чтобы не испачкать вторую заготовку. Готовлю вторую заготовку. Еще немного клея. Так, вот здесь внизу уберу клей, немножко нечаянно я задела. И поступаю точно так же. Беру чистой рукой заготовку, укладываю. Я уже объясняла, что здесь чуть-чуть должно идти вверх. И ровно выкладываю, ровненько-ровненько. Все у меня ровненько. Беру иголочки и также пытаюсь все закрепить, как бы из-под низу вот так подкалываем, чтобы у нас создалось давление и все у нас вот хорошо держалось. Все у меня прижато, ничего не болтается, оставляю сушиться. Следующий этап: как правильно пришить. Разную филигрань надо по-разному пришивать. Здесь надо закрепить с двух сторон, вот эту филигрань с двух или с трех сторон. Я беру иголочку и прячу где-то узелок под низ, где его не будет видно. И сразу стараюсь вытащить иголку вот где-то здесь, между филигранью. Прячу узелок. Теперь иголочку через филигрань высовываю, стараюсь выйти и не задеть. Так, где у меня задела? Не задеть ни бантик, ни ткань. Так, нет, задела. Так, вот тут аккуратно надо. Сейчас возьму пинцет. Здесь очень важно именно не задеть, чтобы у нас ничего потом не тянуло. Так, вот попала. Вытащила
иголочку через филигрань. Вот у меня ниточка торчит. И теперь опять из-под низу снова вот сюда иголочку вытаскиваю. Не всегда получается с первого раза, но все можно сделать. Именно из-под низа, чтобы у нас не зацепилось, чтобы не было видно нитки. Снова выходим так, иголочкой через филигрань. Можно даже ее чуть-чуть приподнять, чтобы у нас все аккуратно получилось. Вот подлезаю и вытаскиваю. И теперь чуть-чуть пониже стараюсь выйти вот здесь, где вот сейчас зацеплю ткань. И вот здесь, вот закреплено будет вот здесь и внизу. Многие говорят, филигрань не надо пришивать. Я с этим не согласна. Как я уже говорила, если вы делаете для себя, можно не пришивать. Если вы делаете на заказ, пришивать обязательно. Вот, прошла здесь. И теперь мне надо высунуть иголочку вот здесь. И снова через ткань прохожу сейчас. Снова выхожу вот здесь. И стараемся. Так, вот иголочка вышла. И теперь я выйду иголочкой и закреплю ниточки. Так, вот видите, не сразу все. Как говорится, Москва не сразу строилась. Можно выйти в любом месте, где иголочка выходит. Вот у меня приклеилась, где-то клей там застрял. И так, где бы мне выйти иголочкой? Ну вот, вот здесь вышла. Там как раз мои ниточки. Так, где-то что-то зацепилось. Вот. Сейчас вернусь, распутаю. И вот где я тут наверху прошивала первый раз, я делаю узелок. Вполне хватает одного узелка, так как мы там будем клеить. Вот даже у меня тут запуталось чуть-чуть. Ничего страшного, оставляю как есть. Мы будем клеить сверху камни, и все это приклеится. Следующая филигрань я буду вот здесь крепить, где-то вот здесь и вот здесь. Иногда хватает и 2 закрепок, но когда как. Снова я пытаюсь спрятать узелок и где-то выйти иголочкой. Вот, вышла иголочкой. Узелок затягиваю под низ. Теперь стараюсь снова выйти. Вот так. Уже один раз закреплено. Здесь под стразами можно выходить где удобно. Главное не на край, не затягивать слишком близко к краю, чтобы у нас не было видно ниток. Можно использовать мононить. Вот я сегодня показывала леску. Просто с леской я пришиваю там, где все у нас как бы видно, когда у нас сначала брошь клеится, а затем пришивается. А здесь можно наоборот, и тем более, что с ниткой удобнее пришивать. Да, конечно, она путается, но ее хотя бы видно, а мононить трудно шить, потому что ее не видно. И вот пытаюсь, сейчас пройду иголочкой и вернусь к вам. Вот я решила выйти через филигрань и куда-нибудь вот сюда снова пройти. Чуть пониже выйти. Так. Да что ж такое, не могу никак найти выход с филиграни. Так, вот у меня тут ну вот, я вытащила иголочку и продолжаю крепить 2-3 раза
Так, теперь снова иголочкой, где она у меня будет выходить. Вот у меня клей немножко мешает. Так, чтобы не было видно. Вот. Так, только сейчас пока вытащу через филигрань. И сейчас пропущу назад. Вот что я говорила, чтобы не попадала на край. Все, теперь не видно. И теперь закреплю вот где-то вот здесь. Шить можно любыми нитками, главное делать это аккуратно и затем все это маскировать. Вот таким образом я все это дело прячу. Так, сейчас покажу вам. Когда вы делаете узор, вы примерно смотрите, где у вас заканчивается декор, чтобы знать, докуда можно шить, докуда можно крепить, чтобы не получилось так, что вы прикрепили и затем это место не задекорировали. Вот на это стоит обращать внимание. Ну вот, я здесь могу еще пару раз пройти. И вполне этого хватит. Вот и теперь тут закреплю. Вот таким образом. Теперь у меня филигрань и пришита, и ее тут просто уже не сдвинуть с места, и приклеена. В данном случае я буду вытаскивать стразы из цап. Вот изначально они у меня в цапах, и вот эти крупные стразы я их вытащила. Мне удобнее будет их крепить и не так высоко. Вот они, видите, очень высоко, высокая цапа будет высоко смотреться. А так я их вытащила, потому что часто задают вопрос, в цапах или без. В зависимости от ситуации я работаю и в цапах, и без. И буду декорировать сразу две заготовки. Здесь я делаю платформу, даю немного подсохнуть. И здесь у меня тоже будет платформа. Здесь у меня два страза больших, один побольше, другой поменьше, поэтому я наношу клей, чтобы он немного закрепился. Здесь уже закрепился, беру страз здесь в цапе и вот так приклеиваю. Мои раскладки всегда чуть-чуть отличаются. Это зависит от того, какие стразы у меня есть в наличии. Что-то бывает закончилось, чего-то нету, что я использовала другого цвета. Поэтому постоянно что-то меняется. И заранее подрезала цепочку. И укладываю ее вот так ровненько вокруг. И, конечно, все края все подклеиваем между собой. И все пододвигаем. Здесь у меня еще две маленькие стразины. Вот они. Их можно сразу приклеить, чтобы убедиться, что все здесь посередине и все вот здесь зажато, чтобы на стразовой цепочке было чуть-чуть клея. Тоже размер зависит от того, что у вас есть в наличии. Они у меня такие не очень крупные, где-то 6 миллиметров. Вот. И сразу сюда нанесу клей, чтобы тоже сделать платформу. И здесь вот такое углубление. И очень удобно, что страз без цап. И именно вот это углубление сядет вот сюда. Так, теперь возвращаюсь к этой заготовке. Еще немного клея. Здесь уже есть платформа. И когда я буду сажать камень, он немножко провалится в клей и будет ровно лежать. Сначала я уложу вот этот камень вот таким образом, чтобы видеть, что он вот не доходит до края. Так, чуть-чуть клея здесь уберу. Вот. Нанесу на край страз чуть-чуть клея стразины и сажу вот этот камень. Так, ровно укладываю. И вот эти края между собой склеиваю. Они у меня держатся ровно. Вот таким образом. Добавляю сюда клей. Немного сюда. И сажаю стразину.
Вот, она у меня упала туда во впадину и уже никуда ничего не денется. Сюда у меня идут камни чуть-чуть побольше. Вот, наношу клей с двух сторон и на края. Я наношу достаточно много клея, и все между собой у меня склеится. И укладываю, наверное, лучше взять руку. У меня свежий маникюр, очень удобно. Ногти были отросшие, было неудобно работать. А сейчас все окей. Так, вот это камни сюда. Тоже у меня все подсыхает. Сюда у меня идут стразы такого же размера. Вот. И между ними еще будут вот совсем такие маленькие. Поэтому пока у меня тут все не засохло, наношу клей сразу вот так на все вот это пустующее место и на боковинки. Укладываю сюда вот эту большую стразину. Вот. И между ними вот маленькие. Наношу клей на боковинки. И прямо вот эту стразину узкую вот туда подпихиваю. Так, сейчас. Вот. Так, все ровно укладываем. И вот сюда тоже вот стразину надо прямо ее туда запихнуть, чтобы все вплотную лежало. Теперь можно все поправить, когда у нас тут все стразы на месте. Вот. Так, смотрим, чтобы у нас все смотрело в одном направлении. И оставляем сохнуть. И теперь вернусь вот к этой заготовке. Здесь у меня вот здесь будут вот такие овальные камни. Если вы помните, в предыдущей выкладке там были вытянутые. Здесь у меня просто нету столько в наличии вытянутых. Поэтому здесь будут круглые. И сразу нанесу вот сюда клей. Здесь наоборот будут овальные. Так, на стеночке нанесла клей. Вот. Так, все между собой надо склеить. Когда у нас высохнет, все будет держаться намертво. Так, и вот сюда тоже на стеночке наношу клей, чтобы подклеить вот эти вытянутые. Так, вам видно? Сейчас поверну чуть вот так. И вот что пока получается. Для удобства работы вот так разверну игрушку. И вот сюда такую же вытянутую стразину я приклею. Именно вот эти маленькие стразы, они у меня в цапах. И сейчас между ними приклею еще. Так, сначала нанесу клей на низ. Так, надеюсь, вам видно. Вот, клей должен немного загустеть. И вот подливаю клей под низ туда, чтобы уже стразина вот эта намертво держалась. Вот сюда одну стразину и вторую. Вот так. И с этой стороны поступаем точно так же. Одну и вторую. Разворачиваем, все равномерно укладываем. Конечно, все выравниваем. Если где-то что-то неровно, все выравниваем. И посмотрите, что получилось. Продолжаю декор. Внизу у меня будет вот такая вытянутая стразина. И поворачиваю для удобства заготовку. И вот сюда наношу клей.
и вот немного на стразовую цепь. Разворачиваем так, чтобы вам было удобно работать. Так, надо убедиться в том, что здесь все ровненько. Между ними будут вот такие стразы. Здесь побольше, так как у меня узор немного уходит, уходит вниз. Извините, задела. Вот сюда. Как я всегда повторяю, что из любых страз можно сделать разную выкладку. Не обязательно брать такие же, как у меня. Используйте все, что у вас есть в наличии. Вот сюда. И со второй стороны. Вот сюда. Между ними вот сюда будут вот такие же маленькие вытянутые. Так, не тот взяла цвет. Не тот, не тот. Сейчас вернусь. Вот они. Вытянутые вот сюда стразины. Наносим клей. Укладываем стразы. И все пододвигаем. Чтобы все было вплотную. Теперь снова передвигаю игрушку чуть-чуть ниже. Здесь у меня также будет вытянутая стразина. Размер чуть побольше. Этот же размер я расположу вот сюда. И две маленькие еще стразины между ними. Не забываем про стеночки, чтобы у нас узор держался друг за друга. Все камни. Так, с одной стороны и с другой стороны. И вот здесь остается пустое место. Я такие же маленькие стразы буду использовать. Так, нанесу клей. Когда я делаю несколько игрушек сразу, я пока подклеиваю одни стразы одного размера, уже на других заготовках все подсыхает, и я возвращаюсь как бы продолжить работу. Очень удобно и быстро получается. Так, и вторые. Так, все поправляем. Все должно быть вплотную зажато. Все смотрим, чтобы у нас все было одинаково расположено. Все одинаково. И отправляем подсыхать, чтобы у нас высох низ, чтобы не получилось так, что мы начали делать вверх и все это поплыло. Оставляем засохнуть. И теперь продолжаю декорировать. Вот здесь у меня также будет маленькая такая вытянутая. Вот именно эти маленькие стразы очень сюда подходят для декора верха. Сюда же я такую вытянутую. Так, на стеночке и под эту вот стразину туда клей. Так, все туда подпихиваем вплотную, чтобы все у нас было. Примеряем следующую стразину. Да. И одна здесь у нас будет так наискосок приклеена, чтобы все здесь поддерживало, чтобы был, как я говорю, заборчик. Вот так. Вот так. И еще по одной вот сюда. Сейчас еще немножко клея, чтобы у меня все держалось. Так, настолько все маленькое, что даже не ухватить. Ювелирная работа. Тогда что ж такое? Вот. Все укладываем. Вторую часть. И сейчас покажу, как еще все это закрепить клеем.
Все выравниваем. Даем немного закрепиться, и сейчас покажу, как дальше действовать. Ну вот, у меня здесь все закрепилось, и теперь я для удобства вот так поворачиваю. Беру носик клея и вот в эти отверстия, вот туда, добавляю клей. Если что-то где-то не подклеилось, прямо вот туда. Не забываем носик сразу чистить. Так, здесь у меня все подклеилось. Все уже, ну все в принципе подклеилось. И вот что получается. По-моему, очень красиво. И вот вы видите готовый результат. Цветовое сочетание просто потрясающее. Я в восторге. Какая нежность. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. И, конечно, совсем скоро встретимся на канале. У меня новое решение. Обязательно поделюсь.